Россия готовит невероятную атаку. Такое даже представить страшно. Даже в Берлине в панике. Система ПВО не выдержит, а Китай уже поставляет все только Кремлю. Москва упускает победу, и теперь СССР не может быть восстановлен. Угроза оккупации русскоязычных регионов или шанс, наконец, поставить заслон России. Война на два фронта. Успеет ли НАТО подготовиться? Сколько времени в запасе? 7 месяцев молчания, и теперь Баку бьет по Москве. Международный скандал. Алиев против Путина. Чем закончится эта битва? Бояре пошли против царя. Кто посмел перечить диктатору? И что будет теперь? Это и многое другое. Главное событие воскресного вечера 20 июля. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. 2027 год может стать критическим. У США и ЕС осталось 1,5 года, чтобы подготовиться к возможному глобальному вооруженному конфликту с Россией и Китаем. Об этом пишет издание Bild. Выступая на оборонной конференции в немецком Висбадене, верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что если председатель КНР решит начать военную операцию против Тайваня, то, скорее всего, скоординирует ее с Владимиром Путиным, а это создает риск одновременной эскалации на 2 фронтах. Для меня это означает, что все может начаться одновременно. Нам понадобится каждый элемент вооружений, все снаряжение и все боеприпасы, которые мы сможем получить. Тем временем Bild сообщает, в правительственных кругах Германии растет тревога о том, что Россия может спровоцировать конфликт с одним из малых государств НАТО уже в 2027 году. Причина проста: по внутренним расчетам страны Альянса достигнут полноценной оборонной готовности только к 2029 году, а до этого уязвимость. Предупреждение звучит жестко и исходит не от аналитиков, а от самого НАТО, от военных. Времени все меньше. Россия готовит беспрецедентную атаку. Невероятное количество дронов. Звучит как сценарий из антиутопии, но это официальное предупреждение. Москва планирует массовую атаку на Украину с применением до 2000 беспилотников одновременно. Об этом заявил глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии. Система просто может не выдержать волны из 1000 шахедов, говорит генерал-майор Бундесвера. Украинцы заявляют, что способны сбивать около 80% целей, но если направить на один объект 700 дронов и несколько десятков крылатых ракет, и даже 20% прорвутся, то ущерб будет неизбежен, как по военным объектам, так и по энергетической инфраструктуре и гражданским целям. И делается это сознательно. Но если заглянуть в военную историю, то становится ясно, эта тактика почти никогда не работала. Ставить на нее исторически бессмысленно. Использовать дорогие ракеты вроде Patriot против таких целей бессмысленно, говорит генерал. Один дрон стоит 30-50 тысяч евро, ракета более 5 миллионов. Поэтому Украине срочно нужны дешевые, но эффективные средства защиты стоимостью от 2 до 4 тысяч евро. Генерал также отметил, что еще один способ сдерживания – удары по тылам России, по аэродромам, военным самолетам и оборонным заводам. Отдельно Фройдинг говорит про роль Китая. Пекин полностью прекратил поставки компонентов для дронов в Украину и теперь, по его словам, экспортирует их исключительно в Россию. Украина оказалась отрезана от критически важного ресурса. Если слова генерала подтвердятся, Украину может ждать одна из самых масштабных воздушных атак с начала войны. Вопрос только в том, как быстро Запад даст на это ответ. И чем именно? И будет ли этот ответ? Как думаете вы? Не забывайте свое мнение написать в комментариях под этим видео. А тем временем ничего не происходит в Москве и Подмосковье. Все дроны, атакующие российскую столицу, сбиты, и теперь горят дома и машины. Ночь выдалась жаркой для российского неба. Министерство обороны РФ заявило, что за несколько часов было якобы сбито 93 беспилотника над 9 регионами страны. Из них 19 над Подмосковьем, а 16 на подлете к Москве. По словам мэра Сергея Собянина, атака длилась около 2 часов. Один из дронов, как утверждается, был сбит над Зеленоградом
виноградом. Его обломки упали и вызвали пожар. Также из-за дронов в столице пришлось временно остановить работу всех аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковского. Такие видео публикуют телеграм-каналы из аэропорта Внуково, к примеру. У меня пропали билеты Стамбул-Венеция, 3 билета. Сейчас каждый билет мне просит доплату $980. Вот то же самое, да. Вот то же самое. Вот что происходит? Хоть какая-то информация должна быть. Это уже вторая волна за сутки. Накануне вечером российские военные сообщали о перехвате еще 40 дронов в 7 регионах. В общей сложности 133 беспилотника за сутки – это по версии Минобороны РФ. Подробности о повреждениях или жертвах российские власти традиционно не приводят. Комментариев из Украины, как и обычно в таких случаях, нет. Но, судя по масштабу сообщений, удары становятся все плотнее, ближе к Кремлю и массовее. Возникает вопрос, а кто на самом деле контролирует небо над Кремлем? Защита русскоязычного населения страны и оккупация теперь дело времени? В Молдове разгорается политический скандал. Центр избирком отказался регистрировать избирательный блок «Победа», созданный под патронатом беглого олигарха Илона Шора и при поддержке Кремля. Формально за нарушение закона, неофициально за попытку вернуть в политику запрещенную партию с помощью Москвы. Центральная избирательная комиссия обвинила блок в том, что его курирует сам Шор, ранее осужденный и скрывавшийся в России. Именно он стоял за созданием «Победы» и лично объявил о ней на съезде в Москве. Там же он призвал к союзу с Россией и обрушился на молдавские власти. В состав блока вошли 4 партии, уже фигурирующие в судебных процессах, а первым номером должна была стать Башкан Гагаузии Евгения Гуцул. Ей сейчас грозит до 9 лет тюрьмы. Сам съезд прошел с участием российских чиновников, включая депутата Госдумы Слуцкого и многих других известных вам персонажей. Проведение съезда на территории иностранного государства без надзора избирательных органов при участии и логистической поддержке иностранных структур вызывает обоснованное подозрение в незаконном финансировании, а это противоречит национальному законодательству. Решение ЦИК вызвало бурю протестов. Сторонники Шора заявляют о политическом преследовании, но власти не отступают. Впервые за долгое время Молдова жестко ставит барьер влиянию Москвы и делает это накануне решающих парламентских выборов. Скандал нарастает, Азербайджан не намерен молчать и теперь идет в международные инстанции. Спустя 7 месяцев после крушения самолета «Аз-Ал» в Казахстане Азербайджан объявил, готовит международный иск против России. Об этом говорит президент страны Ильхам Алиев, выступая на медиафоруме в Ханкенди. Как только мы отправили команду в Актау, чтобы разобраться, что произошло, они сразу же засняли и зафиксировали, что фюзеляж самолета был буквально изрешечен. Версия о том, что это якобы украинский дрон, который, возможно, задел самолет, абсолютно абсурдная. По самолету было 2 удара. Вы вообще можете себе представить, что дрон летит, целится в самолет, попадает в него, падает, и потом все это называют случайностью? Это детский сад. Мы знаем, что произошло. Речь идет о трагедии 25 декабря 2024 года. Тогда в районе Актау разбился самолет азербайджанских авиалиний. Погибли 38 человек, включая 7 россиян. По версии Баку, все началось с внешнего воздействия в районе Грозного, что и вызвало потерю управления. С тех пор ни ответа, ни компенсации. 7 месяцев и внятного ответа нет, только одно: следствие продолжается. Это была цитата президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он открыто обвиняет Москву в бездействии и напоминает, Азербайджан требует признания вины, компенсации семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании. Сразу после катастрофы, я напомню, Кремль признал, что в момент посадки самолета в регионе шли атаки украинских дронов. Путин тогда позвонил Алиеву и выразил свои соболезнования, но на этом все и остановилось. В финале выступления Алиев, комментируя войну России против Украины, намекнул, что терпение не всегда добродетель, и добавил: никогда не соглашайтесь на оккупацию. Мы так не сделали и победили. Война может закончиться уже через неделю, если делегации таки договорятся, но шанс, хоть и маленький, правда есть.
Киев предлагает Москве новый раунд переговоров уже на следующей неделе. Об этом заявляет Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Предложение оккупантам лично передал глава украинской делегации Рустем Умеров, недавно назначенный секретарем Совбеза. Где именно и когда была сделана эта попытка, не сообщается. До этого стороны дважды встречались в Стамбуле. Последний раз не так давно, в начале июня. Обсуждается и новый обмен пленными. Контакты по этому поводу с российской стороной продолжаются, но сам режим тишины пока невозможен. Позиции сторон по перемирию радикально расходятся, и Кремль отказывается его обсуждать. На предыдущей встрече Украина и Россия обменялись так называемыми меморандумами, черновыми предложениями по условиям прекращения огня. На фронте, правда, ни намека на затишье. Россия продолжает удары, Украина отвечает дронами по территории РФ. Переговоры могут стать шансом, но только если Москва откликнется. Ну а пока с той стороны полный штиль. Бояре пошли против царя. Кто провалил уборочную кампанию? Скандал разгорелся прямо на селекторном совещании, которое Лукашенко созвал по поводу сельхозпровалов. Глава комитета госконтроля Василий Герасимов заявил, что витебские власти умышленно скрыли от него кадровый дефицит в сельском хозяйстве. Местные чиновники все отрицали, Лукашенко взорвался. Не понял, как это вам могли запретить не дать информацию? Первый... И где этот чинуша, который не дал вам информацию? Первый зам запретил своим подчиненным давать нам информацию в устной форме. И где этот первый зам? Почему он у вас с наручниками не ходит по Минску или не находится в местах не столь отдаленных? Если это так. Это так, это было непосредственно перед селектором. Это правда. Минуту, ну что неправда? Действительно, почему никто не ходит по Минску в наручниках? Если такая истерика, означает ли это, что проблема таки есть? Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.